Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Повис Чангук на Тэхёне как коала, и так хорошо, тепло, уютно на своем человеке. Мог бы, ходил так с ним вечно, ведь быть максимально близко со своим парнем жизненно необходимо. Девятое место. Когда забываешь, что хотел сказать, потому что твой любимый парень смотрит на тебя. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Ориентация Чангука и Тэхёна. Важно ли это?». Что говорят их поступки об ориентации? Анализ отношений Вигу. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? У сердечек Чангука особенное направление. Седьмое место. Умиляется со своего Тэхёна, как самый очаровательный в мире зайчонок. Шестое место. Поведение пары. Тэхён просит молочка, его игнорируют. Чангук забирает бутылку и наливает ему. Обожаю их. Жирный факт того, что Чангук дружит с друзьями Тэхёна. Пятое место. Просто подошел и поцеловал своего парня в затылок. Четвертое место. Забота. Заботливый бойфренд. На третьем фото Тэхён чувствовал себя неважно, а Чангук сидел рядом, не отходя от своего парня.
Третье место. Новости. Арми в своем блоге на Нейва составила гастрономический тур Тэхёна по ресторанам страны, которые он посетил, вследствие чего они стали очень популярными местами как для туристов, так и для местных жителей. Записывайте обязательные места для посещения. Ресторан в Янпёне в провинции Кёнгидо. Фирменное блюдо – бибимбап из скумбрии. Засветилось это место в 2023 году, когда Тэхён выложил свой видеоблог. Ресторан крабов Кэмгансан. Расположение – недалеко от пляжа Наксан в Яняне, провинция Канвондо. Фирменное блюдо – краб, жареные креветки. Главная достопримечательность – автограф Тэхёна. Ресторан классической корейской кухни в Тэгу. Это место с собственным небольшим садом и столиками на открытом воздухе, которое идеально подходит для встреч с друзьями. Итальянский ресторан Scoop The Chef в Каннаме, Сеул. Фирменное блюдо – паста с трюфельным соусом, пицца по-неаполитански. Насладиться блюдами можно на террасе или внутри ресторана, купив бутылку вина. Ресторан на острове Чеджу с местной кухней. Тэхён посетил этот ресторан вместе с другом Пак Багомом и оставил автограф. Китайский ресторан в Чхунчхоне, провинция Канвондо. Фирменное блюдо – чичжанмён, жаркое из мяса в кисло-сладком соусе, креветки в фирменном соусе. Ресторан, который Тэхён посещал несколько раз во время службы. По словам персонала, ему особенно понравился чичжанмён. Также в ресторане есть его автограф. Ресторан в Каннаме, Сеул. Ударная доза горячительного. Хасок для Apple Music. Каждый из участников оттачивал свою уникальную индивидуальность, поскольку у нас появилась возможность поработать над своей собственной музыкой, выпуская сольные проекты и занимаясь собственным делом. Мне очень интересно посмотреть на то, когда наши индивидуальности, что сформировались за этот период времени, объединятся в группе. Любопытно посмотреть, как это все будет выглядеть. Поэтому я с нетерпением жду июня, когда наши участники завершат свою службу. Мы соберемся и поговорим о том, что участники могут сделать в будущем. Это будет мощная энергия. Тает перед своим кроликом. Тэхён обычно и Тэхён с Чангуком. Десять лет назад, в этот день, BTS выпустили альбом The Most Beautiful Moment in Life – самый прекрасный момент в жизни. Серия альбомов BTS под названием Хих – Хваян Кьен Хва, что переводится как «самый прекрасный момент в жизни», исследует темы юности, взросления и трудностей, связанных с переходным возрастом. Альбом погружается в эмоциональный опыт и вызовы, с которыми сталкиваются молодые люди, включая любовь, утрату, поиски себя и давление со стороны общества. В текстах песен часто отражаются чувства растерянности, тоски и стремления к свободе, а также тревоги и неопределенность, сопровождающие молодость. Изменили свое звучание и имидж с исключительно агрессивного, мужского хип-хопа на более разнообразные стили. Сюжетная линия альбома дополняется визуальными образами и музыкальными клипами, которые передают ностальгию и сложность юношеских переживаний. Пока досмотрел видео до конца, мне свело шею, спину, руки, скулы, и вообще я думал, что яйца у меня стальные, а нет.
약간 오 예스. 아차. 아차. 아차차. 아차차. Фото Джина на последнем концерте Coldplay вызвали ажиотаж. На Теку был опубликован пост, в котором автор назвал фотографии Джина, сделанные на последнем концерте Coldplay, настоящим событием. Фотомастера фансайтов Джина известны тем, что почти не редактируют его фото, потому что в этом нет необходимости. Он просто великолепен. Вау! Вау! Я буквально ахнул при виде этого фото. Он чертовски красив. Пожалуйста, дайте мне увидеть его вживую хоть раз. Он красив даже на спонтанных фото, сделанных на ходу. Мне нужно увидеть его в реальной жизни. Он был самым красивым знаменитостью, которого я видел вживую. Кажется, камеры телефонов передают его красоту лучше. Он действительно невероятно красив. В случайных фото он выглядит еще эффектнее, чем в постановочных, где ищут его лучший ракурс. Его внешность просто безумна. Пусть он попробует себя в актерской игре. Я уверен, когда Тэхён флиртует, камера не выдерживает и раскаляется до красна. А что тогда про нас говорить? А давайте вспомним этот момент. Как они тогда друг друга взглядами пожирали. Я даже через экран чувствую это сексуальное напряжение. В своем интервью для Bloomberg Бан Шихёк подтвердил, что BTS в 2025 году планирует реализовать проект к 10-й годовщине Хих. Он сказал, что касается дальнейшего развития компании, то нам, безусловно, нужны BTS, здесь нечего и говорить. Лично я как менеджер компании и представитель музыкального лейбла такой компании, как Hype, для таких артистов, как BTS, которые снова выбрали нас. Мы ценим это и очень благодарны и счастливы. Мы стали еще ближе с участниками в процессе продления контракта. Мы были близки и раньше, но, разумеется, такие важные обсуждения не обходятся без боли и взаимопонимания. Лично я был безмерно рад этому. И, как известно, в 2015 году BTS выпустили альбом «Хих» The Most Beautiful Moment in Life, ставший для них важным альбомом, который не только показал их рост как артистов, но и отразил их жизнь и то, кем они были в тот отрезок времени. Альбом стал одним из тех событий, которые в конечном итоге привели их к статусу мировых звезд и всемирно известной группы. Еще в молодости, во время совместной работы, мы пообещали друг другу выпустить юбилейный альбом, посвященный десятилетию проекта. Даже если бы они не подписали с нами контракт, они все равно выпустили бы его, только без нас, однако для меня очень важно сдержать данное обещание и выпустить его вместе. Многие догадывались, но я, кажется, впервые упоминаю публично, что мы планируем проект к 10-й годовщине. Это сторона Чангука.
Эта фотография до сих пор запечатлелась в памяти с того момента, как Тэхён опубликовал ее в своем аккаунте, и до того, как мы узнали, что она была сделана в таком тесном пространстве, на маленьком стуле и в этой позе. В Тэхёна так легко влюбиться. Чангук был включен в список влиятельных людей мадам Туса Ноте 100. Поп-перфекционист, серьезно настроен на мировое господство. Мировая суперзвезда в составе BTS. Самый молодой из 7, сольная карьера этого артиста взлетела до небес с выпуском их синглов, возглавляющих чарты Seven и 3D. Армия преданных поклонников была в восторге, когда они анонсировали выход англоязычного альбома Golden, что совпало с выходом документального фильма Disney I Am Still. Шаг, который доказывает, что поп-перфекционист серьезно настроен на мировое господство. Ему жизненно необходимо коснуться его, неважно как. Да что вы знаете о влиянии Тэхёна? Поклонники скупают духи Celine Reptile, которые носит Тэхён. Теперь не нужно представлять, теперь я знаю, как он пахнет, и это божественно. Мы знаем, что Ким Тэхён распродает все, что носит или упоминает. Но это первый раз, когда что-то покупается на основе одного комментария продавца. Также никогда не терял времени зря и не упускал возможность. Просто напоминание. FIFA лично обратилась к Чангуку с просьбой создать и исполнить гимн чемпионата мира по футболу 2022 года Dreamers. Чарли Пут напрямую обратился к нему с предложением записать их хит Left and Right. Кэлвин Кляйн специально выбрал его в качестве своего глобального посла. Ведущие бренды и артисты выстраиваются в очередь за возможность сотрудничать с Чангуком. Он пользуется огромным спросом. А кто это у нас тут такой экстраординарный? Бренд Чангука в Инпе, Бразилии. В ходе консультаций, проведенных в феврале, статус был ожидает рассмотрения. Несколько дней назад появилось обновление, указывающее на то, что информационная система ожидает подтверждения оплаты уступки, например, сбора за регистрацию товарного знака в Инпе. Другими словами,
Процесс готов к завершению. Все запросы на использование бренда были удовлетворены. Что здесь происходит? Два знаковых музея мира удостоили Чангука почетных упоминаний. Музей Мадам Тюссо за то, что он поп-звезда-перфекционист, серьезно относящийся к своей карьере, и Корейский музей народной культуры за влияние на восприятие корейской традиционной культуры. Гляделки от Тэхёна. Резюме Тэхёна для мерча «Офисная жизнь». Хобби – вокал, настольный теннис. В чем моя сила? Умею медитировать. А слабость? Медитировать – мой единственный навык. О себе – мужчина, который умеет наслаждаться работой в компании. Меня зовут Ким Тэхён. Вы пожалеете, если не выберете меня. А если выберете, у вас все будет четко. Девиз «Кто ты такой?» меня не волнует, ведь я иду своим путем и стану сильнее. Цели – стану талантливым сотрудником, который придумывает классные идеи и повышает ценность компании. Самый талантливый и ценный сотрудник. Немного неуклюжего Чангука. Поскольку эта информация становится все более и более точной, мы должны напомнить вам, что количество песен никогда не было проблемой после выхода Golden. У Чангука было достаточно песен с конца 2023 года, чтобы гастролировать с ними, и с недавними новостями о том, что другой участник гастролирует примерно с тем же количеством песен. Никто не должен оспаривать его страсть к постоянному желанию гастролировать, как одно из многочисленных оправданий, которые его официальный фандом использует против него, чтобы оправдать отсутствие у него сольного мирового тура. Мы с нетерпением ждем, когда его мечты и стремления осуществятся после того, как Чангук годами говорил, что хочет гастролировать, потому что мы настоящие поклонники Чон Чангука, самого талантливого и целеустремленного человека. Все, кто искренне любит нашего вечного артиста, будут желать только хорошего для многообещающей и процветающей сольной карьеры Чангука. С туром всегда приходит новая музыка, новая эра. Такой уверенный и мощный. Тэхён сказал: «Я надеюсь, что смогу придумать множество образов. Певец, сольный исполнитель, актер, или позже фотограф, или обычный старый Ким Тэхён. Или когда я займусь чем-то другим. Я хочу создать так много разных образов, чтобы появились тысячи версий меня самого, и я смогу стать тем человеком, у которого есть новый я, достаточно хороший, чтобы делать что-то новое каждый день».
Я думаю, что это моя заветная мечта, если говорить как артист. Рандомный пост про Тэхёна в аэропорту набрал более почти 5 миллионов просмотров всего лишь за сутки, несмотря на то, что видео двухлетней давности. Чтение по ладони Тэхёна. Глаз Будды, он благословлен и защищен своими предками. Он может ясно помнить то, что произошло давным-давно. Также есть вероятность, что вещи, о которых он мечтал или о которых думал, могут сбыться. Двойные линии головы, он будет активен в различных областях. Глядя на то, как идет линия, видно, что его харизма постепенно растет. Сообразительность. Самая большая особенность в том, что у него есть две линии мудрости, его мысли и действия имеют тенденцию меняться крайне внезапно. Так что иногда люди вокруг него даже не знают, о чем он думает. Но это потому, что у него быстрый ум, поэтому, когда люди говорят, что его личность странная, он, вероятно, даже не знает, почему. На его правой руке узор счастливый М, на его ладони очень четкий, что означает, что его нынешняя работа – это его призвание. Кроме того, у него на большом пальце есть загадочная фаза ока Будды, а с линией харизмы он добьется большего успеха в будущем. Победитель в категории «Самые красивые глаза» Ким Тэхён. Второе место. Это так интимно. Тэхён забыл все на свете. Самая прекрасная пара в нашем любимом качестве. Первое место. Застенчивый Чангук смутился, когда раздавал флаеры на их концерт, спрятался за Тэхёном и уткнулся головой ему в шею. Тэхён – это безопасное место Чангука. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.